Друзья, приветствую вас! Мы продолжаем наше исследование. И сегодня мы будем говорить уже, я думаю, вы догадываетесь, о мире животном. Если вы смотрели предыдущее видео, я думаю, вам все будет понятно и никаких вопросов не должно возникнуть. Но если они возникают, вы можете написать, обратиться, и я всегда постараюсь вам ответить. Итак, после того, как наше сознание достигло некого такого своего пика развития в растительном мире, божественные владыки кармы по замыслу Бога задают импульс дальнейшему движению, дальнейшему развитию. И наше сознание, обратите внимание, с одной стороны, это действительно развитие, но с другой стороны, оно еще дальше отдаляется от Бога. Казалось бы, ну что это за развитие, но мы помним о том, что это было необходимо, потому что, будучи в единстве с Богом, оно никогда бы не поняло своей индивидуальности. И при том, что оно отдаляется дальше от Бога, сознание в нем развивается все больше и больше. И это переход уже из растительного мира в мир животный. Я думаю, всем понятно, что если в растительном мире конкуренция некая и как результат формирования эгоистической природы только-только начинался, то в животном мире уже индивидуальность проявлена больше. Здесь намного больше конкуренции, намного больше агрессии. Здесь уже сознание учится непосредственно выживать в этом мире. И здесь уже больше страха, больше насилия, потому что индивидуальность проявляется все больше, но память о своем божественном происхождении, о божественном состоянии, скажем так, закрывается все больше и больше. Обратите внимание, это было замыслом Бога. То есть это был необходимый процесс для формирования нашего индивидуального сознания. И здесь можно тоже сказать о том, что мир животный, он неоднородный, он тоже развивается из каких-то простейших форм, то есть, скажем так, стадных, стайных форм, до уже проявленных более индивидуальных животных. И даже вот интересный такой факт есть о том, что у еврейского народа есть определенные вот требования к пище вот, относительно рыбы. И там рассказывается о том, что рыба, которая без шелухи, ее есть нельзя. И это очень мудро на самом деле. Возможно, это совпало, конечно. Но я когда узнал об этом, я понял, что это очень мудро, потому что рыба, которая без шелухи, это уже как идет там, например, осетрина, по-моему, акула, дельфин. В ней уже больше проявлено состояние осознанности, состояние сознания. И это на самом деле уже более пагубно употреблять такую пищу для человека. Ну, это мы так отвлеклись.
И этот мир тоже, сознание в нем развивается до определенного уровня, когда оно подходит очень близко к состоянию человека. Если вы знаете, то есть, кто есть домашние животные, у кого есть, кто владелец домашних животных, вы обратите внимание, что домашние животные, такие как собаки, ну, может еще другие, я просто привожу пример на собаках, у них уже сознание настолько развито, что они уже понимают человека, человеческую речь, даже без команд, просто по эмоции, по слову, по выражению, они уже понимают и взаимодействуют. Они единственное еще не могут выразить это через речь, но они очень развитые. И вершиной развития такого вот проявления в животном мире можно даже сказать, что это дельфины и ну, некие другие высшие млекопитающие. В следующем видео мы уже по традиции с помощью практики чувствознания исследуем это. И дельфины на самом деле очень-очень развитые существа. Вы увидите то, что дельфины, они уже не просто, скажем так, проявляют такие черты животной осознанности. В них уже присутствуют признаки определенной разумности, и дельфины уже даже находятся в духовном состоянии. Да, для своего уровня, но это реально духовное состояние. Не зря проводят, вот, даже есть такие вот терапия, типа дельфинотерапия, когда люди общаются с дельфинами или слушают звуки дельфинам, потому что они действительно являются исцеляющими, поскольку проводят состояние божественного мира. А божественный мир по своей сути, проявляясь в чем-либо, в данном случае мы говорим о человеке, он начинает исцелять, возвращать в состояние целостности. На этом, в принципе, все. Мы потом вкратце еще пройдемся, все это подытожим для полного понимания. Но продолжим это уже в следующих видео. До встречи!